Если человек начинает терять волосы, почти всегда происходит одно и то же. Он идет к врачу или начинает искать собственными силами различную информацию. И практически всегда получается одна и та же схема. Это финастерид или миноксидил. Или финастерид вместе с миноксидилом. Причем часто это назначается без анализа гормонов, без разбора причин, просто потому, что так принято лечить андрогенетическое облысение. И об этом больше всего информации. Часто это назначается без анализов гормонов, без разбора какого-то, даже элементарного, просто потому, что так принято лечить андрогенетическую аллопецию, и об этом есть только такая информация по всему интернету. Но здесь есть одна очень важная проблема, о которой мало кто говорит и, наверное, не обращает внимания. Выпадение волос – это сложная биологическая система, а не одна кнопка под названием дигидротестостерон DHT. И когда вот эту всю большую систему упрощают до одной таблетки под названием миноксидил или финастерид, а иногда можно так круто, что называется, вмешаться в гормональную систему человека, что появятся новые проблемы, которые кто-то, может быть, частично не будет замечать, а кто-то может заметить сразу. И написать то, что часто пишут в интернете, что финастерид это очень плохо. Так и получается эти два лагеря. Финастерид очень плохо, финастерид очень хорошо и помогает. Как обычно, разделение белого и черного. И сегодня я хочу объяснить со своей позиции аналитика, исследователя, почему я не всегда согласен с таким подходом. Поводом для этого видео стала на самом деле переписка с одним из моих пациентов, причем это не просто пациент, это врач. Он мне прислал большой текст, где объясняется про прием финастерида, что якобы нет смысла вообще никакого смотреть на гормоны и сдавать анализы. И основная идея была следующая. Анализы не важны. Важна только реакция волос. Это очень распространенная позиция в современной трихологии. Но проблема в том, что собственные анализы показывают другую картину. И вот что показали его анализы. Мы наблюдаем его какое-то время, есть анализы в течение 1 года, и вот у нас есть первый анализ. Первый уровень дигидротестостерона показывает 350, через год 250. При этом также уменьшается тестостерон. У мужчин это уже достаточно низкий диапазон, и при этом человек дальше продолжает самостоятельно принимать финастерид. И вот тут возникает важный вопрос. Если у мужчины уже снижена андрогенная система, насколько разумно дальше вмешиваться в нее препаратами, причем системно? Проблема современной трихологии часто заключается в следующем. Выпадение волос рассматривают слишком упрощенно. Дигидротестостерон повреждает фолликулы, мы его без разбора берем просто и блокируем. И тем самым якобы решаем проблему. Но организм работает гораздо сложнее. И почему вот это вот два лагеря? Урологи говорят, ни в коем случае не употребляйте финастерид. Трихологи говорят, конечно, употребляйте. Доктора по пересадке волос говорят, тоже обязательно употребляйте. Там полгода, особенно вот эта вот очень популярная фраза, или 6 месяцев после пересадки волос. В тот момент, чтобы когда вы получите результат, у вас было все максимально. А дальше уже как оно пойдет. И те доктора, я не доктор, я аналитик, совмещающий знания с одной стороны, с другой стороны, и пытающийся разобраться, почему вот этот вот противовес, и вот это же доктора, и вот это доктора, и у них вроде бы единое образование с определенной, конечно, спецификой, но одни говорят за, другие говорят против. Так вот, организм работает куда сложнее, чем кажется и одним, и вторым. Вообще, на самом деле, они это знают, но почему-то каждый рассматривает проблему только со своей стороны. Выпадение волос вообще может быть связано с множеством факторов. Это генетика, чувствительность к дигидротестостерону рецепторов, гормональный баланс, микроциркуляция кожи, метаболизм, воспаление, стрессы и так далее. То есть и некоторые из них могут, соответственно, пересекаться, точнее не могут. Чаще всего это не единственная причина, и нужно выявлять вот эти причины, то, что я стараюсь всегда делать для вас. То есть, чтобы вы не просто использовали тот самый финастерид и миноксидил, а понимали, что, возможно, есть более какая-то существенная причина, которая влияет на выпадение ваших волос. Или понять, что конкретно, какое сочетание работает в связке и на что нужно воздействовать. И иногда ключевым фактором действительно является дигидротестостерон, ДГТ. Но иногда-то проблема может быть совершенно в другом, а мы боремся здесь с дигидротестостероном. Чтобы понять проблему, нужно разобраться в самом механизме. Финастерид блокирует фермент 5-альфа-редуктазу. Этот фермент превращает тестостерон в более активный дигидротестостерон, DHT.
ну или ДГТ. Вот ДГТ играет важную роль в андрогенетическом облысении, потому что именно он запускает процесс миниатюризации фолликула. То есть сначала ваш волос, фолликул становится тоньше, 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 и затем он только выпадает. Но есть важная деталь. Этот фермент работает не только в коже головы, он работает во всем организме, то есть, как я это называю, системно. В коже, в простате и в других тканях. Поэтому, когда человек начинает принимать финастерид, мы вмешиваемся не только в волосы, и вы должны это четко понимать. Мы вмешиваемся полностью в андрогенную систему организма. Привет всем докторам, которые прописывают финастерид на 6-7 месяцев для волос, не думая о том, что происходит дальше со всем этим организмом. За последние годы я начал внимательно смотреть на одну вещь. Когда мы анализируем только волосы, мы видим одну картину. Когда смотрим на гормональную систему человека, картина становится иногда даже совершенно другой. Например, есть ситуации, когда финастерид действительно логичен. Пример. Молодой возраст, нормальный тестостерон, ранняя стадия облысения. Но бывают и другие случаи, как, например, из-за которого я записываю это видео. Тестостерон уже низкий, возрастной фактор, волосы уже почти полностью утеряны. И тогда системное вмешательство в андрогенную систему может быть уже не самым разумным решением, мягко говоря. Есть еще одна причина, почему я смотрю на андрогенную систему всего организма. Ведь она связана не только с волосами, она связана с мужским здоровьем. И DHT влияет не только на фолликулы. Он активно влияет на ткань простаты. Вот ее рост напрямую стимулируется дигидротестостероном. И вот тут мы вспоминаем трихологи и урологи. Именно поэтому препараты вроде финастерида изначально вообще использовались в урологии, а не в трихологии. Их применяли и применяют для лечения гиперплазии простаты, то есть увеличения простаты у мужчин. То есть связь между андрогенной системой и простатой давно известна. И здесь возникает интересный парадокс. Когда речь о простате, врачи внимательно смотрят на гормоны. Когда речь о волосах, часто говорят: анализы не важны, просто используйте, причем можете 6-7 месяцев использовать, а потом просто бросить и все. Но организм не разделяет себя на такие категории. Гормональная система одна и та же. И андрогены воздействуют на разные ткани одновременно причем. Если человек много лет живет с активной андрогенной системой, высоким дигидротестостероном, высокий ДГТ, высокая активность 5-альфа-редуктазы, это влияет не только на волосы, это влияет на ткани, которые чувствительны к андрогенам. И простата одна из таких суперважных тканей. Поэтому, когда я работаю с пациентом, я стараюсь смотреть шире, не только на ваши волосы, а на весь организм в целом, причем со стороны гормональной системы человека. Именно поэтому в некоторых случаях я предлагаю рассмотреть другой вариант лечения. Не системное подавление андрогенов, а, например, локальное топическое воздействие. То есть есть топические антиандрогены. Это препараты, которые воздействуют на андрогенные рецепторы в коже головы, а они во всем организме. То есть кому-то нужно одно, кому-то нужно другое. Из таких препаратов это пирилутамид, это клотерон, и другие локальные блокаторы рецепторов. И идея здесь достаточно проста. Мы воздействуем на проблему в фолликуле, но при этом не вмешиваемся в системную гормональную систему организма. Итого, финалочка. Финастерид – это инструмент. Согласны? Согласны. Но это не универсальное решение абсолютно для всех. Иногда он действительно помогает, иногда он почти вообще никак не влияет, кроме как отрицательно на организм. И в этом нужно разбираться. И потому борьба, одни говорят ни в коем случае, другие говорят 100%, используйте и ничего не потеряете. Нет этой. Но вся ваша жизнь это не черное и белое. Не просто так, ваше зрение тоже не просто черное и белое, а насыщено спектром. Точно в таком же спектре нужно не лениться, а рассматривать и изучать. Я понимаю, что у вас нет времени, поэтому я это делаю для вас. И за вас. И иногда использование финастерида благо, а в некоторых случаях даже не то, что сомнительно, если смотреть на организм в целом, а даже и опасно. Потому выпадение волос – это не просто проблема выпадения фолликулов. Это сложная система, где взаимодействуют гормоны, генетика, рецепторы, кровоснабжение, метаболизм тканей. И это все нужно рассматривать отдельно. И когда мы пытаемся решить эту проблему одной таблеткой, финастеридом, мы часто упрощаем вроде бы систему, которая на самом деле гораздо сложнее. И после этого могут появляться проблемы.
проблемы. Поэтому прежде чем лечить волосы, нужно понять одну вещь. Мы работаем не только с волосами, мы работаем со всем организмом в целом, чтобы вам в будущем не получить еще большие проблемы. Как говорит Лукашенко, взялись за яйца, молоко пропало. Берегите себя. Подписывайся.